Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Когда у меня совсем мало времени, а хочется чего-то вкусненького, я готовлю мой самый любимый десерт из детства. Рецепт из маминой старой тетрадки. И хотя мы давно уже не дети, но такие простые, быстрые и вкусные рецепты, думаю, никогда не устареют. Они проверены годами. Для десерта я измельчаю 400 грамм печенья. Часть печенья можно измельчить в блендере, но это не обязательно. Можно все печенье поломать руками. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. Пересыпаю крошку печенья в миску. Остальное печенье ломаю руками на небольшие кусочки. Эту работу мама всегда доверяла нам, детям, и нам это очень нравилось. Для десерта подойдет любое песочное печенье, но больше всего я люблю готовить колбаску из печенья со вкусом топленого молока. Добавляю 100 грамм грецких орехов. Знаю, что вместо грецких орехов хозяйки добавляют и любые другие орехи – фундук, кешью, фисташки. Можно добавить цукаты, кусочки мармелада и даже кукурузные палочки. А что любите добавлять вы в шоколадную колбаску? Напишите в комментариях. В кастрюльку кладу 40 грамм какао, это примерно 3 столовых ложки. Всыпаю 180 грамм сахара. И вливаю 50 мл молока или сливок, это примерно 5 столовых ложек. Все хорошо перемешиваю. Ставлю кастрюльку на плиту и варю шоколадный крем на среднем огне. Крем должен стать вот таким гладким и однородным. Добавляю в горячий крем 200 грамм сливочного масла. Хорошо перемешиваю. И снимаю с огня. Приготовь, поделись, подпишись. Обязательно добавляю чайную ложечку ванильного экстракта или ванильного сахара. Я просто обожаю ванильный аромат выпечки. Недавно я сняла для вас видео, как я готовлю ванильный экстракт в домашних условиях. Обязательно посмотрите, если еще не видели. Ссылочка на рецепт ванильного экстракта сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Осталось только смешать печенье с шоколадным кремом. Добавляю крем частями и хорошо перемешиваю. Как же мы любили эту колбаску в детстве. Рецепт, по которому я готовлю, мамин. Я переписала его давным-давно в свою любимую тетрадку с рецептами, когда еще была школьницей. А у вас есть любимые рецепты из детства? Поделитесь в комментариях. Думаю, у нас с вами сохранилось много приятных, теплых воспоминаний из детства. Расскажите о них. Из этой порции у меня получается 2 шоколадных колбаски. Делю массу на 2 части. Отрезаю пищевую пленку по размеру колбаски. И выкладываю массу вот такой горкой на пленку. Вместо пищевой пленки можно выложить колбаску на пергамент, фольгу или разрезать обычный целлофановый пакет. Берите то, что есть у вас под рукой. Десерт уже практически готов. Осталось только плотно свернуть, придать форму колбаске и ненадолго убрать в холодильник, чтобы колбаска схватилась, хорошо держала форму и хорошо нарезалась. Я убираю колбаску в холодильник на 2 часа, но когда совсем мало времени, убираю на 30 минут в морозилку. Этот десерт, как и в старые добрые времена, очень выручает, когда гости уже на пороге или просто захотелось чего-то вкусненького к чаю. Можно сверху обсыпать колбаску сахарной пудрой, и тогда она и вовсе выглядит как настоящая дорогая фирменная колбаса с белой плесенью. Так можно даже по-доброму разыграть близких и преподнести им сладкую колбаску в подарок. А еще большой плюс в том, что такого шоколадного десерта можно сразу заготовить побольше. Колбаска может несколько месяцев храниться в морозилке, останется только достать десерт и нарезать к чаю. Обязательно приготовьте, друзья, а также не забудьте сохранить рецепт и поделиться с друзьями. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Готовим дома». А с вами была Олеся. Скоро увидимся!